Что такое анихолизис и как его лечить? Сложная проблема с простым решением. Привет, друзья! Сегодня мы узнаем, что такое анихолизис, как его лечить и как предупредить его появление. Я наглядно покажу и подробно расскажу о том, как вылечить анихолизис быстро и безболезненно, без малейшего вреда для вашего здоровья. А также я расскажу, что не стоит делать, если вы столкнулись с этой проблемой, чтобы не навредить себе. С вами Алиса Трошкова, руководитель сети студии Медпед. Ставьте лайк, если интересно, и поехали. Что такое анихолизис? Пожалуй, самая частая проблема в кабинете подолога – это анихолизис. Анихолизис – это отслоение ногтя от ногтевого ложа. Другими словами, под ногтем образуется пустота, в которой ногтевая пластина может менять свой цвет. Иногда она становится серовато-белой, иногда желтой, коричневой или даже зеленой. Для того, чтобы выбрать тактику восстановления ногтя, нужно установить причину отслоения. А причины могут быть инфекционной и неинфекционной природы. Анихолизис встречается не только на ногтях ног, но и на ногтях рук. Около 60% выявляемых случаев заболеваний становятся последствиями травм и ношением тесной обуви, не подходящей по размеру. До 30% формируется под воздействием дерматомикоза, то есть грибка. И оставшиеся 10% приходится на соматические заболевания и аллергические реакции. Анихолизис может развиваться у человека в любом возрасте. У женщин диагностируется чаще, чем у мужчин, так как женщины чаще приносят в жертву свои ноги в пользу красивой и изящной обуви. При травматическом поражении ногтей патология не доставляет существенного дискомфорта носителю. Лечение проводится только из эстетических соображений. Какие бывают виды? На основании клинической картины и причины поражения ногтевых пластин наиболее часто встречаются следующие виды анихолизиса: травматический, дерматологический, эндокринный, системный, грибковый, бактериальный и аллергический. Причины образования анихолизиса. Травматические поражения ногтей возникают после ранений или ожогов тканей пациента. Вероятными причинами остаются занозы, либо физическое воздействие, например, удар о ножку дивана или уронили на ногу тяжелый предмет. Влияние ядовитых или токсичных веществ. Пальцы ног могут пострадать при ношении тесной и плохо вентилируемой обуви. Дерматологический тип патологии развивается под действием дерматозов, грибков, приводящих к нарушению процессов клеточного питания в зоне поражения. Эндокринный анихолизис становится результатом гормональных нарушений в организме человека или хронических расстройств желез внутренней секреции. Системный анихолизис вызывает заболевания пищеварительного тракта и следующие за ними нарушения обменных процессов. Состояние тканей пациента существенно улучшается после устранения заболевания, то есть первопричины отделения ногтей от ложа. Грибковый тип патологии формируется после образования колоний микрогрибов в подногтевом пространстве. Следующие за этим изменения ногтевого ложа почти не затрагивают сам ноготь, который сохраняет неизменный вид. Заболевание развивается как итог длительной микотической, то есть грибковой инфекции. Бактериальное течение анихолизиса – это результат присоединения вторичной инфекции к любому типу патологии. Такое бывает, когда проблемы вовремя не занялись, а решили еще разок покрыть ногти лаком, потому что очень хочется. Аллергические поражения тканей ногтей развиваются на фоне приема пациентом лекарственных препаратов, либо контактах с химическими веществами или направленным ультрафиолетовым излучением. В последнее время часто можно столкнуться с анихолизисом после некачественного гель-лакового покрытия. Кстати, напишите в комментариях, сталкивались ли вы с похожими ситуациями. Мне очень интересно узнать, как вы справлялись с ними. И подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку подписаться и колокольчик, чтобы узнать больше о том, как правильно ухаживать за своими ножками. Процесс лечения анихолизиса и протезирования. Когда можно, а когда ни в коем случае нельзя этого делать. Первый этап – это нужно выявить причину образования анихолизиса. В ряде случаев бывает необходимо сдать анализ на грибок. Второй этап – это обработка, то есть зачистка. Во время обработки механическим путем с помощью фрез различной абразивности удаляются все нестабильные участки ногтя. Третий этап. Иногда рекомендуется установка коррекционной системы, но это уже по рекомендации специалиста. И далее специалист обязательно рекомендует вам средства для восстановления ногтя в домашний уход. Мы рекомендуем использовать сыворотку ортодок. Это наша разработка, и она помогает восстановить и отрастить здоровый ноготь в максимально короткие сроки. А теперь, что касается протезирования.
Конечно, всем девушкам хочется иметь красивые ногти, выбирать любой цвет лака для покрытия и не думать о проблеме, когда, казалось бы, так просто, можно ее замаскировать с помощью протезирования. Но это все немного из области фантастики. И как бы вы это красиво не рисовали в своих розовых мечтах, все немного серьезнее. Показания протезирования гораздо меньше, чем противопоказаний. Поэтому мы не советуем использовать эту услугу в качестве эстетической и без рекомендаций специалиста. Я предлагаю начать с приятного. Когда же можно протезировать? Первое. При продольном расщеплении ногтя. Это еще называется анихорексис. Трещинка на ногте фиксируется протезной массой, чтобы она не могла уходить глубже, и по мере отрастания ногтя протезирование спиливается вместе с длиной ногтя. В таких случаях применяются твердые протезные материалы, которые фиксируют форму ногтя. При травме ногтя, когда ногтевая пластина потеряна частично или полностью, когда необходимо сохранить ногтевое ложе и удержать дистальный валик. В данном случае используется мягкая, эластичная протезная масса, которая не будет давить и без того травмированный ноготь. А теперь о противопоказаниях. Запрещается проводить протезирование при наличии открытых ран ногтевого ложа, его воспалениях или повреждениях. Нельзя протезировать грибковые ногти или ногти с бактериальной инфекцией, так как это только усугубит проблему и увеличит срок восстановления ногтей. Или же приведет к тому, что полное восстановление ногтя может стать невозможным. Очень часто клиенты просят сделать протезирование в отпуск на море, чтобы ходить там с красивым педикюром. Но мы хотим вас предостеречь. Протезируя ногти на море, вы рискуете провести из отпуска не теплые воспоминания о прекрасном отпуске, а новую жизнь под ногтями в виде бактериальной инфекции. Согласитесь, не очень, правда? Морской климат теплый и влажный, а значит бактерии там активно и быстро развиваются. Если у вас анихолизис, то очень важно обратиться к опытному специалисту-подологу, который решит проблему проверенным и безопасным способом. Не пытайтесь вылечить анихолизис в домашних условиях или в салоне красоты, потому что это опасно для вашего здоровья и может вызвать плачевные последствия. Обращайтесь в студию Медпет в Москве. Наши опытные специалисты помогут вам в любой ситуации. Мы специализируемся на лечении анихолизиса, грибка ногтей, мозолей и натоптышей, вросших ногтей, парамедицинском педикюре и многом другом. Каждый наш сотрудник – это опытный специалист, который не оставит вас с какой-либо из проблем. Проходите по ссылке в описании видео, чтобы задать вопросы, получить консультацию и записаться на прием к нашему специалисту. И помните, само не пройдет, не затягивайте с лечением. Чем дольше присутствует анихолизис, тем дольше нет связи ногтя с ногтевым ложем. Ногтевое ложе может атрофироваться, тогда шансов восстановить ноготь будет меньше. Сыворотка ортодок эффективно помогает восстановить ногти с такой проблемой, как анихолизис, а специалисты наших студий с радостью вам в этом помогут. Поставьте лайк этому видео, ведь теперь вы знаете, как лечить анихолизис, а также как от него избавиться. И не забывайте, что специалисты в наших студиях всегда готовы помочь вам с любой вашей проблемой. Нажмите на одно из видео, которые вы видите сейчас на экране. А с вами была Алиса Трошкова, руководитель сети студии Медпет. Увидимся в новых выпусках.